Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете и его работе за последнюю неделю. Заявку о вступлении в команду Никиты Михалкова подал известный российский актер Егор Бероев. Заявка артиста находится на рассмотрении. Известному эстрадному певцу Стасу Пьеха ответили отказом о вступлении в антикоррупционный комитет в связи с его ненадежной социальной и политической позицией. В эти минуты в 17 городах Российской Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург, проводится коллективная молитва о выздоровлении члена антикоррупционного комитета и известного советского и российского актера Бориса Щербакова. Молитвой руководит патриарх Москвы и всей Руси по имени Кирилл. 2 недели назад Борис Васильевич во время антикоррупционной проверки в городе Сочи получил тяжелые ранения и на данный момент уже 10 дней находится в состоянии комы. Борис Васильевич Щербаков – это один из брутальнейших советских и российских актеров. Он хорошо известен зрителю среднего и старшего возраста. В антикоррупционном комитете 74-летний артист работает 3-й месяц. Все желающие могут поддержать любимого артиста в тяжелую минуту и присоединиться к молитве. Сегодня утром в московской квартире известного российского и советского актера Эммануила Виторгана прошли обыски. Данные действия были связаны с сыном известного артиста Максимом Виторганом, который на данный момент проживает в Израиле, а также с ненадежной политической позицией известного актера. В ходе обысков были обнаружены важные документы, которые свидетельствуют о антиполитической деятельности известной семьи. На данный момент 2 недели Эммануил Виторган будет находиться под домашним арестом. Сегодня впервые бывший министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу был доставлен в полицейский участок для дачи показаний и проведения следственных работ. Сергей Шойгу проведет в камере временного задержания минимум 3 дня. Пока бывший министр обороны Российской Федерации проходит по делу как свидетель. Однако в случае обнаружения необходимых доказательств Сергей Шойгу может стать главным участником преступления. На данный момент вся семья Сергея Шойгу, включая его зятя Алексея Столярова, сына Даниила Шойгу и дочери Ксении Шойгу, находится под следствием. За финансовое мошенничество в особо крупном размере, за получение крупных денежных взяток, за ведение незаконного коммерческого бизнеса на территории Российской Федерации, за поставку некачественного оборудования в зону спецоперации всей семье Сергея Шойгу грозят крупные тюремные сроки. К слову сказать, что зять Сергея Шойгу Алексей Столяров и его сын, молодой певец Даниил Шойгу, уже были приговорены лишением суда суммарно к 25 годам лишения свободы. Очень приятная новость о известном актере и члене антикоррупционного комитета Алексее Кравченко. Благодаря усилиям членов комитета Андрея Белоусова, Никиты Михалкова и Александра Домогарова после конфликта Алексея Кравченко с семьей министра культуры Ольги Любимовой Алексея Кравченко удалось перевести из мест лишения свободы под домашний арест. На данный момент антикоррупционный комитет пытается доказать, что в момент конфликта с сыном министра культуры Ольги Любимовой Алексей Кравченко действовал в рамках необходимой самообороны. У известной российской певицы Ларисы Долиной были арестованы сеть ювелирных салонов в городах Владивостоке, Саратове и Волгограде. Данные фирмы были оформлены на подставные лица, и по данным антикоррупционного комитета ювелирные салоны на протяжении 2 лет не платили налоги. Общий ущерб для Ларисы Долиной в связи с закрытием и арестом ювелирных салонов составил 1 миллиард рублей. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает несколько трагических новостей из мира шоу-бизнеса.
Главная трагедия сегодняшнего дня. Сегодня утром в Норвегии на горнолыжном курорте погибла молодая российская певица и средняя дочь пресс-секретаря Верховного главнокомандующего Дмитрия Пескова, 27-летняя Диана Пескова. Диана Пескова приехала в Норвегию для проведения музыкальных концертов и решила совместить творчество с катанием на лыжах. Стало известно, что дочь пресс-секретаря двигалась по горнолыжному спуску без инструктора. Она не справилась с управлением, упала и получила травмы, несовместимые с жизнью. Напомним, что у Дмитрия Пескова 5 детей: дочери Елизаветы, Диана и Надежда, и 2 сыновей: Николай и Денис. На данный момент другая дочь пресс-секретаря Верховного главнокомандующего Елизавета Пескова находится во французской тюрьме. Ее осудили на 10 лет за финансовое мошенничество в особо крупном размере и ведение незаконного бизнеса. Вчера вечером в Казани на Волге утонул внук известного советского актера Александра Демьяненко, известного по роли Шурика, Алексей. 27-летний молодой человек, молодой артист, находился на рыбалке. На данный момент проходят поиски тела молодого человека. Подробности причины смерти внука Александра Демьяненко на данный момент уточняются. Член антикоррупционного комитета и известная советская и российская артистка Наталья Варлей была срочно госпитализирована с диагнозом обширный инфаркт. На данный момент состояние здоровья актрисы диагностируется как тяжелое. К слову сказать, что Наталья Варлей является активным деятелем антикоррупционного комитета и работает в организации уже на протяжении полугода. Сына известной украинской певицы Софии Ротару отправили в следственный изолятор, где он будет находиться по обвинению в длительной неуплате налогов и незаконной коммерческой деятельности до 1 сентября текущего года, до того момента, когда начнется суд. На этой неделе на территории Российской Федерации были открыты 2 новых филиала антикоррупционного комитета в городах Сызрани и Барнауле. В Барнауле это уже 2-й филиал антикоррупционного комитета. Всего на данный момент на территории России работает 64 подобные организации. Сегодня день памяти известных советских актеров Александра Демьяненко и Янины Жейма. Александру Демьяненко могло бы исполниться 87 лет, а Янине Жейма 115. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.